Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз. Гороскоп. Неделя. С 7 по 13 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз. Реальность, она как-то отличается. У каждого своя жизненная история. Но я надеюсь, если подключить интуицию плюс образы карт, какой-то инсайт вы получите. Или мы с вами, как минимум, надеюсь, проведем приятное время, поразмышляем, допускаем развитие альтернативных вариантов, как и событий, так и нашего восприятия тоже. И первую карту мы достанем традиционно, что будет важным или что мне важно знать на неделе. Вторая карта «Чего не избежать». Или это у нас будут какие-то возможные неожиданности. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что же тогда нам будет помогать? Что от нас скрыто? То есть это тот момент, который где-то мы можем не заметить. Или это тот какой-то тайный, потаенный смысл, или может быть какой-то нюанс, на который нужно обратить внимание. Из него что-то крупное более получится. Итак, что от нас скрыто? И 3 карты по основным сферам жизни, деятельности, дела, работа, бизнес. Как видят карты по финансам неделю. И что нам расскажут про личную жизнь. Смотрим энергетику. Итак, что будет для меня важно? Ваша профессиональная деятельность будет на первом плане, ну и, конечно, деньги. И причем какие-то перемены, как будто по девятке пентаклей, 9 это по нумерологии всегда нам говорят какой-то цикл словно, или развитие какого-то конкретного дела, темы, работы, как будто подходит к концу. Мы вот-вот подведем какой-то итог. И это тот итог, мои дорогие овны, который вас должен порадовать. Все-таки девятка пентаклей – это уже как материальная стабильность, уверенность в завтрашнем дне, когда у нас все под контролем, когда мы сами влияем на ситуацию, а не ждем где-то, что нам кто-то или окажет помощь, или как-то нам повезет. Вот здесь нет, здесь все просчитано где-то до мелочей, очень рационально, но и успешно, безусловно, тоже. Здесь для нас карта может также еще говорить о том, что, где-то как совет, крупные покупки точно мы не осуществляем. Но, надо сказать, и по ретроградной-то Венере у нас тоже период не самый благоприятный. Можем купить, а потом разочароваться. Или бывает так, купил новое, возьми да сломайся. Вообще вдвойне обидно. Поэтому больше аккумулируем. Опять же, впереди перемены. Чего не избежать? Много работы. Наверное, для того, чтобы какой-то статус у кого-то зарабатывать, а у кого-то удерживать уже. И тут по-разному. Нам придется решать много вопросов. Может быть, неделя такая из разряда многозадачности. Или, я бы не сказала даже, сама по себе девятка пентаклей, ведь это какая-то все равно, словно есть статика, когда мы близки уже к получению результата. Когда, я уже сказала, у нас все под контролем. Поэтому девятка, она не предполагает вообще, в принципе, какую-то активность. И я так могу предположить, что для большинства из вас, мои дорогие овны, чего не избежать, это какая-то усталость, но неделя. Лучше где-то себя не тормошить, не педалировать, дать себе какую-то перезагрузку, может быть, потому что по какой-то нагрузке вы уже словно достигли пределов, а для кого-то может проиграться эта нагрузка физическая или много задач каких-то придется решать, вопросов, может быть, из разных сфер жизни. И тогда эта усталость в течение недели у вас накопится. Как будто этого мы не избежим. Но уделить внимание самому себе или самой себе определенно стоит. Тем более девятка пентаклей как раз больше нас разворачивает в сторону сохранения нашего как и достатка, так и наших собственных ресурсов. И деньги – это не что иное, как один из ресурсов или способов взаимодействия с миром. Вот здесь должен быть достигнут баланс. Или вас, мои дорогие овны, могут пытаться приобщить в разных направлениях, нагрузить какой-то работой, но, значит, все равно мы за себя должны сами подумать. Может быть, вежливо, культурно как-то вывернуться и отказаться, потому что
Десятка жезлов предполагает, что и она как бы в совет идет по этой карте. Она нам уже как бы направление указывает, говоря, делегируй часть своих обязанностей, особенно рутинных, ту работу, кто может выполнить кто-то другой. Для тебя сейчас важно где-то самосохранение, как и ресурсов, так и собственных сил, так и как будто они тебе понадобятся, потому что что-то будет меняться. Чему сейчас не время? Да вот нет ничего такого, чему бы не было времени. В принципе, нам еще раз где-то вторит карта девятки пентаклей. У нас здесь король пентаклей. Это тот человек, который сделал себя сам, который достаточно выносливый, трудолюбивый. У кого-то это будет как построение карьеры, может быть. Вообще это план какой-то действий. И разве что, чему сейчас не время, какая-то коррекция в ваших планах может быть. И поэтому где-то надо быть гибче. Вполне вероятно. Но в принципе, чтобы нам что-то помешало, нет таких помех. Нам может, я бы сказала, человек, вполне вероятно, есть такой в вашем окружении. Может быть, он рожден или имеет асцендент под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Часто проходят по этой карте надежные друзья или те, которые, ну, где-то нам содействие готовы оказать. Или это наш партнер, партнер по бизнесу, ну, кто знает, может быть, и партнер по браку, у каждого по-своему. И что нам, если в значении может помешать, может быть, мы где-то так в штыки немножко воспримем какие-то советы. Хотя, повторюсь, нет ничего для вас, чтобы могло помешать, мои дорогие овны. Вам усталость может помешать, вот что я скажу. Что нам будет помогать? Правда, умеренность. Вот еще раз о том, что у вас сейчас прочная позиция. И единственное препятствие – это действительно какой-то перегруз, такой основательный. И поэтому в себе уделить внимание. Гармония, мир, какая-то душевность к самому себе в первую очередь. Себя, ну, наверное, не тормошить сверх всякой меры, а вы очень выносливые люди. И Овен, если нагрузи много, он повезет и много. Но, видимо, не время на этой неделе растрачивать безрассудно собственные силы. Или, я бы сказала, не время кому-то помогать до бесконечности. Если вы чувствуете, я уже на пределе, значит, самое время отказываться от этого груза, который вы на себя взвалили. Потому что по умеренности нам помогает вообще неспешность какая-то. Наверное, и физический баланс, наше физиологическое, может быть, состояние. И сама по себе неделя, она не способствует какому-то рывкообразному движению или тому, что мы как-то вот так за короткий срок беремся за дело и пытаемся быстро его закончить. Значит, я могу предположить, могут быть такие ситуации, которые сколько ты не ускоряй, а по времени ты ничего не изменишь, чем то, что как будто заложено судьбой, пространством или конкретно процедура какая-то по изготовлению документа, когда нужно подождать. Поэтому нет смысла куда-то ускоряться. Что от нас скрыто? Возможности. И в этой колоде карт четверка кубков как раз та карта, когда человек видит возможности, но, может быть, у него нет сил к чему-то приступить. Или он долго раздумывает. Может быть, из-за усталости снова возвращаюсь, потому что часто четверка кубков – это как карта хандры, карта апатии. И, опять же, какой-то физиологический, может быть, как напряжение, перегрузка, какой-то длительный период времени, если нам приходилось много работать, или, может быть, это было нервное напряжение. Это как, знаете, затянувшийся выдох может быть. И мы сидим и не можем ни мысли в порядок привести, ни себя к чему-то пристроить. Вот себя обесточивать в ноль нельзя. Так вот, об этом как раз и говорит карта. Мы можем где-то не подрасчитать собственные силы и подумать, что мы вообще вот совсем справимся. А так или иначе, видимо, наступит тот момент, когда организм может давать какой-то сбой. И это нам точно не будет способствовать. А наша задача как будто принять вот этот кубок, который нам преподносят, согласиться с чем-то, увидеть какую-то возможность. А это можно только в одном случае, если мы все же на себе сконцентрированы или отчасти держим как цель свою цель, свое намерение, чего в конечном итоге мы хотим добиться. Видимо, это на неделе будет важно. Может быть, как раз и будут для вас какие-то возможности, и нужно будет
действовать быстро. Или куй железо, пока горячо. Или, как мы говорим, держать руку на пульсе. Вот, то есть может создаться такая ситуация, что вам нужно будет отреагировать на что-то быстро, или, может быть, с информацией или в информации вы увидите возможность, и опять же это предполагает, что чего-то не упустить. Дело, работа, бизнес. Ну вот нам говорят, если какое-то дело притормозилось, в принципе, то это нормально. Мы об этом проговорили, про карте умеренности, как будто нам это даже помогает. А у вас может быть обратная реакция. Я себя чувствую словно, ну, в каком-то заточении. Есть какое-то, как словно я в пространстве обособленный. Или есть какая-то отгороженность словно от мира. Или, самое главное, наверное, значение, глубокая философия. Мы все это можем себе просто надумать, а фактически ограничений нет никаких. И поэтому по карте нам говорят, не мешай себе. Опять же, увидь ту ситуацию, которая есть сейчас конкретно. Нет помех для тебя. У тебя единственная помеха – это твоя усталость. Вот удивительно, мои дорогие овны. Весь расклад про вашу усталость. И про то, что у вас сейчас стабильно хорошо, а больше нужно уделить внимание самому себе. Иначе и где-то из-за того, что наша уже концентрация внимания падает, мы можем прошляпить какую-то возможность. Поэтому и нам карта говорит, не мешай себе. Пусть все идет своим чередом. Просто контролируй. И вовремя надо будет вмешаться и как будто с чем-то согласиться или что-то использовать. Ведь у кого-то это будет, может быть, какая-то новость. Как обустроить то или иное дело. Финансы. Ну, про финансы нам сказали, порядок, а тут может быть новая возможность для заработка или какой-то подъем по бизнесу, возможности по заработку даже на вашей работе, допустим, если вы не хотите ну, что-то менять, да, то есть какие-то новые перспективы, безусловно, откроются. У нас туз жезлов, и это всегда карта шанса. Мы что-то принимаем. Вот, наверное, этот самый кубок. В итоге мы остаемся довольными. А у кого-то это может проиграться совсем какая-то другая работа, другой вид деятельности. И может быть предложение. И вы знаете, тут как будто с этим надо провзаимодействовать, но, по крайней мере, не отказаться. Все карты вам об этом говорят. И тогда вы в себе не сомневайтесь. Если правда у кого-то проигрывается вариант, что предлагают другую работу или предлагают новую должность, ну вот есть какие-то перемены, нужно согласиться. Иначе мы до конца дней своих будем сожалеть, что мы что-то упустили. Поэтому лучше попробовать себя, пусть даже в роли новичка, но, по крайней мере, какой-то важный новый опыт. Он сейчас намного важнее, нежели повторять все то, что у нас было прежде. Нам как будто нужно идти вперед. И вот эти возможности не упустить. А так по финансам порядок. Личная жизнь. У кого-то проиграется взаимосвязь между деньгами и личной жизнью буквально. Две девятки. И опять же позиция где-то ожидания или когда мы не вмешиваемся в какие-то вопросы, или, может быть, это касается вашей семьи, тогда, значит, дела внутри семейные, но по девятке жезлов мы должны наблюдать за обстановкой, которая нас окружает. Неделя, наверное, не такой большой срок, но по какой-то причине нам девятка жезлов выпала, значит, может быть, вокруг вашей семьи или вашего союза много людей. Может быть, есть люди, которые дают советы, или какие-то дела, которые вроде бы вас касаются, может быть, ваших близких касаются, но это все равно может быть сопряжено либо с общественностью, либо с каким-то социумом, либо с обстановкой извне. А карта нам говорит об одном. Будь где-то на своей волне, сохраняй все то, что ты сейчас имеешь. И раньше времени, может быть, не стоит кому-то давать обещания или включаться в то или иной вопрос, потому что по этой карте, опять же, нас могут втянуть туда, куда нам, собственно-то и не нужно. Или мы начнем кому-то помогать, нагрузим на себя тысячу каких-то чужих забот, сами себя обесточим, потеряем время, и в итоге это не закончится ничем, кроме разочарования и еще большей усталостью. Еще одна карта, которая нам говорит, ну, где-то об отдыхе, самосохранении, но по девятке жезлов, ведь это, в принципе, в герметической колоде Таро карта великой мощи. Именно физическая сила или наше физиологическое состояние.
Но мы не растрачиваем вот эту силу, потому что она нам скоро пригодится в чем-то в другом. Поэтому вы будьте рациональны еще и сами к себе, наверное, и контролируйте все то, что происходит вокруг вас. Вот обстановку нужно контролировать, потому что она может все-таки меняться. И причем для вас, какие бы ни были эти перемены, для вас, мои дорогие умные, что-то хорошее может в этом быть. Или как минимум какое-то рациональное зерно. Поэтому руку на пульсе определенно держим. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.